Так, все, Заск. В предыдущем видосе я вам говорил, что купил его 2 дня назад. Это по-прежнему 2 дня назад. Это вот, ну, на второй день получается катка. У меня сейчас идет. Так, поглядим, поглядим, поглядим. Я уж так, знаешь, кнопочки поднаторел нажимать. В принципе, нормально. Понял основные какие-то свои приколы. Понял, что делаем. Персонаж с турелью. Я когда увидел, что у него есть турель, я сразу такой ядрить, колотить, я это покупаю. Те, кто давно на моем канале, вы знаете, что я персонаж с турелью просто обожаю. Я кайфую от таких персонажей всегда во всех играх. В Overwatch, допустим, я за Торбо играл постоянно. Этот, на Battlefield 2142 в дедушке в этом. Я играл за Инжа. Опять же, у Инжа там турель есть просто офигенная. Хоть игра и мертва. Ну и здесь так есть турель, я сразу же купил персонажа. И теперь будем кайфовать. Не играл 100 лет в игру, теперь опять кайфую. Текс, текс, текс. Мне очень нравится у персонажа с турелью, ну вот мы сейчас конкретно про Заска будем говорить, то, что я могу свою турель куда угодно поставить, и чувак не будет этого ожидать. Вот я даже под башню прям могу поставить в наглую, она 2 секунды будет наносить ему дамаг. То есть ему будет больно 2 секунды. Это вообще супер. Так, ломаем, ломаем. Поставим. Кстати, я очень часто ставлю вот этих клонов своих замедляющих, да. Я их ставлю туда, куда враг либо может отойти, и я тем самым блокирую ему возможность отойти туда. То есть я просто делаю так, что его передвижение ограничено вот в зоне башни, да. Либо я ставлю туда, откуда может с фланга какой-нибудь челик выпрыгнуть на меня, ну и врасплох застать. Соответственно, он выпрыгнет, поймает замедление, я спокойно убегу. Было бы еще, конечно, круче, если бы клоны не самоуничтожались через секунд там 10. Ну, будем надеяться на такой баф в будущем. Ну, типа, почему они не могут вечно лежать? Типа, нормальная же тема. Это переставлять постоянно. Ну, видишь, уже исчезли. Там сюда поставим. Турель свою ставлю, знаете как? Ну, просто пока у нас еще начало, тут особо никаких муток нет. Могу порассказывать. О, я ставлю доставать чувака на линии, кто со мной стоит, лоб в лоб. Под башню ставлю не всегда, но само собой, если как бы нет ботов, нету врага, ставлю сразу под башню, и мы быстренько раздамаживаем. Ставлю на углы, чтобы мне удобно было пройти. Если они начинают как-то очень больно пушить в мою башню, то есть уже прям мобы подбегают к моей башне, все дела, ставлю прям под свою башню турель. То есть, ну, чтобы в какое-то безопасное место. Я что-то вот пока рассказывал, мне показалось, что тяжело словесно нормально объяснить, как ставить. По-моему, надо показывать. Если вот у вас есть такой интерес, напишите в комментариях, я вам покажу, как я расставляю и почему я расставляю. Вы можете, конечно, сказать, да чё, братан, ты как бы, ну, 2 дня назад купил персонажа. Окей, окей, хорошо. Но это не значит, что я не понимаю уже, как играть на этом персонаже. Я не вижу ничего сложного при игре за этого персонажа. Может, какие-то микро и макро моменты я не знаю, по причине того, что не особо-то до хера времени провел в игре, но понимание прожатия кнопок и как воздействовать на вражеского персонажа у меня оно уже есть. Поэтому, если хотите, сделаю. Не хотите, ну ничего страшного, переживем. О, нормально поддамажил. Просто как я сейчас понял из своего объяснения, хер поймешь на самом деле, что я объясняю, куда на самом деле я ставлю турель. А как мне показалось, у него прям это супер важная особенность, как и правильно это все делать, как правильно менеджмент турели этой. Текс. Успею, нет? Там просто снизу замес. Там уже я им не помогу, я до туда даже добежать не успею вовремя. А вот башню я бы забрал. Ну, чуть-чуть. Ладно. Там защита включилась. Не получилось быстро добрать. Странно, да, что меня не пушит еще, кстати, по 2 человека. О, пришел. Злодей. Свапнулся с кем-то. О, кстати, момент вообще офигенный в став турелях, вообще в любых играх здесь в том числе. Они начинают внимание, враги, обращать на турель. И в этот момент дамажит турель. Они не могут на все подряд обращать внимание. Пока они дамажат турель, я им в лицо кидаю. Контроль.
кидаю замедление, могу еще ульту поражать, ну типа, они отвлекаются, это для меня классный момент, чтобы им лещей надавать. Плюс еще круто, видишь, я когда под башню ставлю, я его дамажу, а башня не стреляет в ответ по турели, если боты рядом. Это круто, потому что если я-то стреляю в эту скотину, то сразу башня мне лещей дает. Аккуратненько. Сильно я не пушу, все-таки. У него дэмэджа до хера, он может за секунду избрить, если правильно раскачивается. О, Ханаби, привет. Тебе привет. Ну, видимо, мы сейчас совместно уже заберем все-таки. Ну, один выстрел. Все, я сваливаю. До свидания. Бам, бам. Прыгнем? Не буду уже. Не стал просто рисковать, просто видишь, Дариус этот. Дариус. Он далеко уже убежал. Неохота. Неохота подставляться прямо под его башню. Тем более, когда у него тиммейт рядом. Все, ломаем. Ой-ой-ой, вот я... Ну, тут уже все. Тут у меня уже, видишь, вспышка в откате, ульта в откате. Идеальный момент, чтобы меня забрать. Не ожидал, что он сейчас придет. Еще альфу решили запушить. Но она рисковая, конечно. У него дэмэджа-то на поболее будет. Ну окей, убежала. Повезло. Тикс. Так, ну я вроде успеваю на лайн. Да, успеваю нормально. Слушай, 9-6, пока ведем по киллам. Пойдет. Отлично. Чел 1 хп остался. О, хорошо идем. Не знаю, думаю, выигрышная катка. 10-6 считайте. В принципе, норм. Ну, плюс я по-прежнему прям мега агрессию не чувствую. Я чувствую, что они стали немножечко поопаснее себя вести, но... Хз, как-то нормально. О, кстати, вот, ну, так как я давно не играл, то у меня свежие впечатления на то, что я уже чувствовал, скажем так. Сейчас, подожди, тут подсейвим, братишку. Не буду рисковать. Короче, очень сильно я кайфую, так как я, ну, такой занятой немножко человек, я игры разрабатываю в основном. Это моя основная деятельность, разработка игр. Короче, это съедает очень много времени. Но поиграть в какие-то игры хочется. Я прям очень ценю в играх, когда они не пытаются тебя трахнуть на 40 минут, на 50 минут, на час твоего времени одну катку. Это вы понимаете, о чем я говорю. Допустим, Dota, CS и т.д. Как бы приятно поиграть в CS-очку, например, но катки бывают реально, ну, очень долго. Ну, про Dota вообще молчу. Вот, и если катка длится 10 минут, 12 минут, бывает даже меньше. Вот, допустим, CS Go Danger Zone был мод такой в игре на, типа, королевскую битву. Блин, там катка шла 8, 10, 12 минут, я без шуток вам говорю. По-моему, 20 минут это у меня вообще самая большая катка была там. Даже не помню, точно ли была. Может, я уже чем-то путаю. Короче, когда ты, как бы, уже не мелкий чел, который ходит в школу, у которого дохера свободного времени, то, соответственно, у тебя времени не так много. И приятно, когда есть игры, где ты можешь поиграть там часик, и за этот часик ты сыграешь 3-4 матча. То это как бы охеренно. Так что ценю, люблю за это Mobile Legends. Вот так вот скажем. В какую-нибудь доту я бы одну катку поиграл, и считаю, если это была бы катка с руинером, я бы просто сдох от этого. Ну, потому что ты заходишь все равно что-то кайфануть, поугарать, поприкалываться, какие-то там свои стратежки поприменять, поубивать противника. А если у тебя одна катка с руинером на час, ну это из тебя просто все моральные силы выжгет напрочь. Неохота, короче, в такое играть. Не готов я. Ну, тут кайф. Видишь, я даже решил видосик позаписывать, понимаете? Я вот сейчас не записывал опять видосики 1,5 месяца, что у меня опять какой-то непонятки с тем, во что играть были. Вот, и сейчас я начал в моблу играть, думаю, а чё нет? Ну, придет аудитория, придет.
Ну, не придет, так не придет, что делать. Если как бы вам интересно, если вам слушать по кайфу, смотреть по кайфу, там лайк, подписка, комментарий, все дела. Ну нет, так нет. Тут как бы уже не заставляю, не принуждаю, скажем так. Но мне по кайфу я вот поиграю. Поиграю, позаписываю. Посмотрим, как оно. Это еще такая коллаборация с Наруто. Ну это вообще достойно уважения. Ару, кстати, с челов, которые пренебрежительно так говорят: фу, я Наруто... Фу, Наруто, блин. Фу, я аниме не смотрю. Я думаю, ядрить, что с тобой не так вообще? Как тебя какой-то жанр, типа визуальный, почему тебя триггерит вообще? Почему тебя слово аниме вызывает, я не знаю, какие-то прям слюни во рту с негативным подтекстом? Я не особо понимаю, как это работает. Почему-то у многих восприятие неправильное. Типа, это что-то какой-то для школьников или там для дебилов или еще что-нибудь такое. Я с таких людей вообще просто в ахере, я не понимаю. Типа у тебя есть разные способы узнать повествование о чем-либо. У тебя есть вариант книжка, есть вариант подкаст, ну, зависит от того, как бы, что тебе нужно, да, в данный момент. Есть вариант фильм посмотреть, есть мультик посмотреть, есть аниме посмотреть, ну или аниме, как хотите называйте. Мангу еще можете почитать. Как бы каждый выбирает, что хочет, даже при том, что выбирать на самом деле нет смысла. Ты выбираешь то, сейчас сформулирую получше, ты выбираешь то, что ты хочешь, типа в плане жанровом. И вот жанр, допустим, где там один герой идет, борется с препятствиями, хочет кем-то стать, допустим, Black Clover, да, там, или там Наруто, или еще какое-то такое аниме. Короче, вот тебе нравятся подобные сюжетные линии, подобные истории, где кто-то что-то добивается, кто-то идет к успеху через сложности, и ты берешь и смотришь это. Это не зависит от того, аниме это или фильм. Типа ты просто смотришь, что тебе жанрово нравится. Это как бы так и работает, это все окей. Почему ты вообще какое-то внимание обращаешь аниме, не аниме? Я так скажу вам, то что аниме, по факту, это вот есть фильм, на который уходит, не знаю, 100 миллионов долларов. И там может быть просто говно сюжет, раздутый, из пары актеров. Он реально будет плохой. То есть это не факт, что 100 лямов это типа равно офигенный фильм, с которым ты будешь вспоминать потом годами. Но есть в это же время аниме, где сюжет может быть в 1000 раз сложнее, в 1000 раз продуманнее и интересней. А знаете, чем это обусловлено? Тем, что там слово аниме. Это обусловлено одной простой вещью. Тебе не нужно 500 тысяч актеров, да, актеры озвучки тоже что-то стоят, но они явно не стоят, сколько там Роберт Дауни младший, правильно? И так как тебе это не нужно, так как тебе не нужны какие-то голливудские мега спецэффекты, хоть и нужны красивые прорисовки спецэффектов, вот, тебе не нужно павильоны снимать, тебе не нужно машины взрывать и все в этом духе, то ты можешь позволить себе гигантский грандиозный сюжет, гигантскую грандиозную идею, гигантское грандиозное повествование запихнуть в этот, как некоторые называют, мультик, и ты можешь подать эту идею. То есть то, что в кино могло бы стоить даже несколько миллиардов. Понимаешь теперь, в чем прикол? И вот за это я как бы кайфую от аниме. То, что я могу посмотреть какую-то идею, которая просто в анимационном стиле воплощена. Я могу посмотреть ее, как кто-то что-то рассказал мне, вот свое повествование какое-нибудь крутое. И я смог вот реально кайфануть с этого. То есть по факту я получил даже продукт для просмотра, который может стоить, ну там, не знаю, 2 ярда, если это фильм перевести. Но в аниме это, ну не знаю, какие там просто порядки цен. Это все скрытая, секретная информация. Вот, но это явно не 2 ярда будет. И даже не 100 миллионов долларов. Типа это будут какие-то копейки по меркам бюджетов на фильмы. Соответственно, если тебе нравятся истории всякие крутые, если тебе нравятся сюжеты крутые, если тебе нравятся там определенные поджанры, то ты не делишь, типа, это все в своей жизни на так, вот это мультик, это аниме, это, грубо говоря, фильм, это сериал. Я смотрю только фильмы, например, сериалы презираю. Или я смотрю только сериалы, фильмы презираю. Или я смотрю только фильмы серьезные, но я презираю аниме. Это бред какой-то, это типа мышление дегенерата. Ты просто, если хочешь что-то новое познавать, если ты хочешь необычные истории, необычные сюжеты познавать, ты в любом случае разное будешь смотреть. Не знаю, я еще до 20 лет, не знаю, сколько тысяч фильмов посмотрел. И я, в принципе, уже... Блин, большинство сюжетов в следующих фильмах, я их просто, ну,
пальчиком щелкаю, и я предсказал уже все, что будет в этом фильме. То есть он меня не может удивить сюжетом. Типа я перенасыщен, грубо говоря, этим сюжетом, я все это знаю. А в аниме из-за того, что как бы человек другой писал, другой ментальности, то есть японец, я же не японец, правильно? То мне, соответственно, уже даже на этом факте интересней. Плюс есть у них еще дополнительно творческая жилка, обоснованная уровнем жизни и уровнем того, как менталитет, в принципе, у них работает и какие проблемы он на своем становлении получает. И за счет этого у них тоже есть творческая жилка, очень даже интересная. Поэтому смотрите аниме. Звучит вообще просто почему-то как реклама аниме, но по факту просто по вам. Пока мы тут бегали, всех убивали, решил разложить, почему глупо этого не делать. Но при этом мне абсолютно насрать, что если вам не нравится, если вы прям даже хейтите, я, конечно, говорю, что, ну, такое мышление не особо как бы гуд, но не нравится, типа, не нравится, не смотри, все окей. Мне тоже что-то не нравится, допустим. Фильмы ужасов вообще, не кайфую с них. Ну, я хз, фильмы ужасов почти всегда делаются очень-очень стрёмно, очень некачественно. И в основном они рассчитаны на аудиторию, которая, ну, 2 фильма в жизни посмотрела. Вот так вот. Так, я уже эпик 1. К сожалению, я проиграл. Кнопки нажимал хорошо, старался, но, типа, получилось как получилось. Пишите, на ком еще поиграть. Спасибо за просмотр и пока-пока. До следующего видео.